Всем привет! Вы на канале PsyLife, и тема нашего видео – пассивная агрессия и ее проявление. Случилось ли вам общаться с человеком, который вроде бы и говорит, что все хорошо, но всем своим нутром доказывает вам обратное? Он не ругается, нет, и крика не слышно, но что его не попросишь, все сделает не так. А может и того хуже, просто замолчит и слова из него клещами не вытащишь. Если ответ положительный, то такая модель поведения называется пассивной агрессией, и она имеет следующие проявления. Проявление номер 1 – скрытый конфликт. Когда человек сталкивается с какими-либо вопросами жизни и не может высказать свое недовольство или же претензию другому человеку, то он прибегает к пассивной агрессии. Он будет стараться намекнуть, что что-то не так, но напрямую этого не скажет. По его логике, человек, который причастен к конфликту, сам должен догадаться о причинах, почему агрессор обиделся, и исправить ситуацию. А еще лучше, если человек за считанные секунды вдруг станет экстрасенсом и прочитает его мысли. Это было бы вообще идеально. На любые вопросы максимально, что скажет пассивный агрессор, так это «сделаем, как ты скажешь», и на этом все. Более о конфликте он не заикнется. Проявление номер 2 – бойкот. Самое любимое занятие пассивного агрессора – играть в молчанку. Такое своего рода наказание и малость садизма. Ведь нет худшего наказания, как понимать, что тебя сознательно игнорируют. И это в любых отношениях. Ты задаешь вопрос, а тебе в ответ тишина. Причем попытки остановить пассивного агрессора и поговорить с ним не увенчаются успехом. Он себе уже задал программу. Тебя для меня не существует. Такое немного детское поведение. Я губки надую, ручки скрещу, а вот пускай другие передо мной извиняются. Проявление номер 3. Все хорошо. Пройдя молчанку, следующие попытки поговорить с пассивным агрессором будут заканчиваться фразами «все хорошо, просто идеально», но сопровождаться это будет обязательно такой тональностью, при которой даже ребенку будет понятно, что все далеко не так радужно, как хотелось бы. Агрессор начинает злиться больше от того, что человек до сих пор не догадался, что нужно сделать и из-за чего произошел конфликт. Поэтому он плавно переходит к следующему проявлению. Проявление номер 4. Демонстрация обиды. Как ни странно, но раз намеки не работают, пассивный агрессор решает, что нужно продемонстрировать, как он обижен. Хотя зачастую и сам виноват в конфликте не меньше. Это могут быть хлопанье дверцы холодильника, микроволновки, ящика и бормотание слов негодования в сторону его обидчика. Желательно так, чтобы на все помещение было слышно. Самое главное – это дать понять другому человеку, что он обижен всеми своими силами. И не важно, что со стороны это будет выглядеть по меньшей мере глупо. Проявление номер 5. Провокация. Очень интересный пункт, а для пассивного агрессора он является наиболее значимым. Когда, значит, у него не получилось получить желаемое, он начинает специально провоцировать другого человека на эмоции или действия. Для этого, если и берется за какое-то дело, то принципиально его не доводит до конца, или же делает все наоборот. Надо распечатать 2 листа, он печатает 1. Нужно поставить чашку на верхнюю полку, а он положит на нижнюю. Все это делается для того, чтобы заставить другого человека отреагировать на него и его действия. Забывчивость также относится к категории провокации, особенно если заранее договаривались о каких-либо мероприятиях. Нередко это заканчивается полным скандалом, где разносится все в пух и прах. Но пассивный агрессор этому очень рад, ведь ему казалось, что это его обидели. Поэтому, когда другой человек взрывается, он чувствует удовлетворение, мол, это не ты меня достал, а я тебя достал. Получил? Ну как? И здесь мы переходим к 6-му проявлению. Отрицание своего поведения. Когда человек знатно выругался, естественным образом он задает вопрос агрессору. Зачем ты это делаешь? Чего ты хочешь добиться? Почему нельзя было все по-нормальному обсудить? Тебе нужен был этот конфликт? А ответа на свой вопрос он не получит. Единственное, что скажет пассивный агрессор – я ничего не делал, я не виноват.
и все последующие доводы будут неинтересны агрессору. Вот он в какой-то момент решил обидеться и обиделся. На что, почему, от чего, зачем? Никакого четкого ответа не будет. Проявление номер 7. Избегание. В один прекрасный момент пассивному агрессору надоест разбираться в конфликте, в котором, по сути, даже не он пытается разобраться, и он будет искать способ побыстрее куда-нибудь сбежать. А доходить это может до абсурда. На улице дождь, именно сейчас нужно пойти в магазин, который находится через 3 квартала за бутылкой минералки. Почему так себя ведет человек? Потому что для него эта модель поведения проще и легче. Почему проще? Потому что обидеться особого труда не составит. А вот выяснить отношения, высказать свою точку зрения и постоять за себя, свои идеи на деле куда сложнее. Можно ли с этим бороться? Безусловно, да. Но об этом в следующем видео. Ну а с вами был канал PsyLife. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А на сегодня, пожалуй, все. До скорой встречи. Пока-пока.